Привет, друзья, с вами Лада, и в этом видео я покажу, как сплести вот такой замечательный набор кулон и браслет из газетных или бумажных трубочек своими руками. Если вам тема интересна, то присоединяйтесь к просмотру. И у меня к вам сразу же вопрос. А в жизни вы носите плетеную атрибутику из наших газетных трубочек? Брошки, браслеты, кулончики, сумки? Обязательно напишите ваши ответы в комментариях, мне будет очень интересно почитать. Как я уже сказала, это плетение из газетных или бумажных трубочек. Такие трубочки я кручу сама на тонкую спицу из чистой газетной бумаги, окрашиваю их и затем специальным образом обрабатываю. В своих отдельных видео я показываю все эти процессы очень подробно, ссылки оставляю внизу в описании. Здесь я красила трубочки в черный цвет и затем также обрабатывала. Трубочки получились как кожаные, ими плести нереальное удовольствие. Как красила в черный цвет, также я снимала отдельно видео, ссылку обязательно оставлю в описании. И сейчас я начинаю плести кулончик, и в серединке кулончика у меня будет узелок сакура. Как плести такой узелок, я показывала в одной из трансляций, но здесь я также повторюсь. Плела я этот цветочек по фото-мастер-классу одной замечательной плетельщицы Нины. Сюда я вставлю фотографию этого фото, по которому я разбиралась, как плести этот цветочек. И здесь я трубочки сначала готовлю в этом кадре, а теперь в следующем кадре я начинаю собирать все это воедино по этой схеме. Вот таким образом собрала я трубочки, и сейчас, чтобы цветочек у меня получился, я начинаю подтягивать всю эту конструкцию и как бы собирать ее вместе к центру. Когда все трубочки подтянули, у нас получился вот такой цветочек. И таким образом у нас образовалось 5 двойных стоек. И сейчас я всю эту конструкцию буду оплетать. Буду плести я веревочкой в 2 трубочки. Я уже заранее 2 трубочки между собой нарастила, сложила вот таким образом и начинаю плести. Единственное, что я плету здесь не по спирали, а я закрываю каждый ряд и перехожу на следующий ряд. Если это не очень понятно в этом видео, то в отдельном видео я такой переход на следующий ряд показываю, ссылку оставляю в описании. После плетения 2 рядов на 3-м ряду я разъединяю группы трубочек стоек и плету уже по одной стойке. Оплетаю, также делаю переход на новый ряд и плету дальше. Когда будете плести кулончики, то будьте внимательны и не переплетите пару лишних рядов, иначе ваш кулончик будет очень-очень большим. Определите для себя заранее оптимальный размер будущего вашего кулончика, который вы готовы носить, и, соответственно, посчитайте, сколько рядов вам понадобится проплести. Ну и даже когда вы плетете уже кулончик, вы смотрите по тому, что получается, какого размера получается, и если вас уже устраивает размер, то заканчивайте плетение.
В общей сложности я проплела 6 рядов своими трубочками, и вот такая картина получается. Сейчас я сделаю переход на новый ряд, и сразу же я буду убирать рабочие трубочки. Они у меня вот таким образом за стоечками находятся, и я их убираю с изнаночной стороны, таким образом, как на видео. Ну и делаю у кулончика загибку. Загибку я решила сделать очень простую, мне такая загибка очень нравится, то есть я каждую стойку таким образом загибаю и обрезаю, укладываю ее в то место, откуда исходит вторая стойка, следующая стойка. И вот таким образом по всему периметру, по всей длине окружности кулончика я делаю такую загибку. И вот такой симпатичный кулончик получился. И сейчас я приступаю к плетению браслетика. Для этого я измеряю его длину, ширину я в принципе на глаз определила и нарисовала заранее на листе бумаги вот такую заготовку. То есть ширина браслета, здесь я определила, где у меня будут располагаться стойки, и приблизительно длину будущего браслета также нарисовала. Всю эту конструкцию, весь этот эскиз я закрепила булавками к пенополиэтилену. Такая штука, которую я показывала в одной из прямых трансляций. Она мне помогает при плетении прямоугольного донышка. И здесь я уже разместила двойные стойки по меткам и закрепила это все малярным скотчем. И осторожно, очень внимательно я начинаю плетать всю эту конструкцию веревочкой в 2 трубочки пока, осторожно разворачивая рабочие трубочки на боковых стойках, очень-очень аккуратно их разворачиваю, слежу за прямотой, конечно, боковых стоек и за разворотом рабочих трубочек. Через какое-то количество рядов, ну где-то через 3-4 ряда, я отставляю одну рабочую трубочку к стойке. Потом она у меня спрячется, и у меня остается одна рабочая трубочка, которую я продолжаю плести. Но уже это будет не веревочка в 2 трубочки, а обычный ситец одной трубочкой. К сожалению, черные трубочки у меня в этой камере очень отсвечивают, и камера автоматически почему-то снижает яркость, и от этого все не очень четко видно. Но я надеюсь, что смысл понятен. Я проплела нужное количество рядов. Здесь я смотрю, чтобы у меня оставалось приблизительно хотя бы 3-4 сантиметра до конца
длины моего браслета. Таким образом, я перехожу на веревочку в 2 трубочки. Здесь я добавляю дополнительную трубочку и продолжаю плести уже не ситцем, а веревочкой в 2 трубочки. Может быть, у вас возник вопрос, а может быть и нет, но все-таки скажу, почему я взяла 2 узора для плетения браслета, то есть веревочкой в 2 трубочки сначала, а потом ситцем плету. Дело в том, что потом я буду вставлять резинку у краев браслета, и мне показалось все-таки вариант сначала проплести веревочку в 2 трубочки у этого края браслета лучше, оптимальнее. Тогда резинка не будет слишком сильно видна, да и будет прочно сидеть в браслетике, чем если бы я проплела обычным ситцем. Ну, так мне показалось, а здесь, конечно, решать вам. Если вы захотите повторить и не будете плести веревочку в 2 трубочки, то можете плести обычным ситцем. И сейчас я показываю конец плетения браслетика, то есть здесь нам нужно убрать рабочие трубочки, и я это делаю так, как на видео. Со стойками все гораздо проще. Я срезаю центральные стойки полностью, срезаю боковые стойки, которые находятся ближе к центру, а те стойки, что остались, я прячу таким образом, как на видео. И так с 2 сторон. И вот такая заготовка браслета у меня получилась. Браслет я плела слегка увлажненными трубочками, не полностью их высушивала, но чтобы они при плетении были мягкие, податливые. И поэтому браслет у меня такой сыроватый, не сухой, и поэтому он при высыхании может слегка покоробиться. Поэтому я сделала следующую фишку. Я в хозяйстве нашла бутылку, толщина которой имитирует толщину моего запястья. И вот таким образом зафиксировала браслетик на этой бутылочке. И когда уже браслетик высох, он остался той же формы, которую я ему придала. И, соответственно, он не покоробился ни в какую сторону, и такой получился кругленький, симпатичный, прям идеальный. Ну вот такой интересный наборчик плетеный получился. В завершении я его покрыла обязательно паркетным лаком, эко-лаком от фирмы Tex, чтобы он не боялся влаги и механических повреждений. Кстати, похожей плетеной бижутерии, правда не из газетных трубочек, а из ротанга, если я не ошибаюсь, я вдохновилась у корейских мастеров, фото изделий которых я нашла в Пинтересте. И я очень надеюсь, что это видео и идея вам понравились. Благодарю за то, что смотрите видео до конца. Обязательно ставьте большие пальчики вверх и делайте репост этого видео в соцсетях. Подписывайтесь на канал, здесь вы найдете вдохновение легкого плетения. Друзья, увидимся в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!